Мистер Дурсли всегда сидел спиной к окну в своем кабинете на 9-м этаже. Mr. Dursley always sat with his back to the window in his office on the 9th floor. Если бы не так. If he hadn't, Ему, может быть, было бы труднее сосредоточиться на сверлах утром. he might have found it harder to concentrate on drills that morning. Он не видел совы, проносящейся мимо при свете дня. He didn't see the owls swooping past in broad daylight, Хотя люди внизу на улице. though people down in the street, Они показывали и смотрели, открыв рот. did they pointed and gazed open-mouthed. Как сова после того, как сова пролетела над головой. As owl after owl sped overhead. Большинство из них никогда не видел совы, даже в ночное время. Most of them had never seen an owl even at night time. Мистер Дурс, Mr. Dursley, однако, however, был совершенно в порядке. had a perfectly normal, Утро без сов. owl-free morning. Он кричал на 5 разных людей. He yelled at 5 different people. Он сделал несколько важных телефонных звонков и кричал немного больше. He made several important telephone calls and shouted a bit more. Он был в очень хорошем настроении до обеденного времени. He was in a very good mood until lunchtime. Когда он решил размять ноги и прогуляться через дорогу, чтобы купить себе булочку из пекарни напротив. When he thought he'd stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from the baker's opposite. Он совсем забыл о людях в мантиях, пока он проходил мимо группы из таких рядом с пекарней. He'd forgotten all about the people in cloaks until he passed a group of them next to the baker's. Он взглянул на них со злостью, когда он проходил. He eyed them angrily as he passed. Он не знал почему. He didn't know why, Но они сделали из него непростого. but they made him uneasy. Они много шептались возбужденно. This lot were whispering excitedly. Слишком. Too. И он не мог видеть общего собрания. And he couldn't see a single collecting tin. Это было на обратном пути мимо них. It was on his way back past them. Прижимая к себе большой пончик в пакете. Clutching a large donut in a bag. Он уловил несколько слов, о чем они говорят. That he caught a few words of what they were saying. Поттеры. The Potters. Правильно. That's right. Вот что я услышал. That's what I heard. Да. Yes. Их сын. Their son. Гарри. Harry. Мистер Дурсли остановился как вкопанный. Mr. Dursley stopped dead. Страх затопил его. Fear flooded him. Он оглянулся на шептунов, как будто он хотел что-то сказать. He looked back at the whisperers as if he wanted to say something to them. Но передумал. But thought better of it. Он бросился обратно через дорогу. He dashed back across the road. Поспешил к себе в кабинет. Hurried up to his office. Бросил своей секретарше не беспокоить его. Snapped at his secretary not to disturb him. Взял свой телефон и почти уже закончил набирать свой домашний номер, когда он передумал. Seized his telephone and had almost finished dialing his home number when he changed his mind. Он положил трубку и погладил усы. He put the receiver back down and stroked his mustache. Думаю, нет. Thinking, no. Он был глупым. He was being stupid. Поттер не был столь необычное имя. Potter wasn't such an unusual name. Он был уверен, что было много людей по имени Поттер, у которого есть сын по имени Гарри. He was sure there were lots of people called Potter who had a son called Harry. Подумай об этом. Come to think of it. Он даже не был уверен, что его племянника зовут Гарри. He wasn't even sure his nephew was called Harry. Он никогда даже не видел мальчика. He'd never even seen the boy. Это мог быть Харви. It might have been Harvey. Или Гарольд. Or Harold. Нет смысла беспокоить миссис Дурс. There was no point in worrying Mrs. Dursley. Она всегда так расстраивается при любом упоминании ее сестры. She always got so upset at any mention of her sister. Он не винил ее, если бы у него была сестра как та, но все же.
He didn't blame her, if he'd had a sister like that, but all the same. Те люди в плащах. Those people in cloaks. Он понял, что гораздо сложнее сосредоточиться на дрели в тот день. He found it a lot harder to concentrate on drills that afternoon. И когда он вышел из здания в 5 часов, And when he left the building at 5 o'clock, он еще так переживал, что он налетел на кого-то за дверью. he was still so worried that he walked straight into someone just outside the door. К сожалению. Sorry. Он крякнул. He grunted. Как крошечный старичок споткнулся и чуть не упал. As the tiny old man stumbled and almost fell. Было несколько секунд, прежде чем мистер Дурс понял, что мужчина был одет в фиолетовый плащ. It was a few seconds before Mr. Dursley realized that the man was wearing a violet cloak. Он, кажется, вовсе не расстроился из-за почти падения на землю. He didn't seem at all upset at being almost knocked to the ground. Наоборот. On the contrary. Его лицо расплылось в широкой улыбке, и он сказал песклявым голосом. His face split into a wide smile and he said in a squeaky voice. Заставившим прохожих оглядываться. That made passers-by stare. Не горюйте. Don't be sorry. Мой дорогой сэр. My dear sir. Ибо ничто не могло расстроить меня сегодня. For nothing could upset me today. Радуйтесь. Rejoice. Вы знаете, кто остался в прошлом. For you know who has gone at last. Даже маглы вроде вас должны праздновать. Even muggles like yourself should be celebrating. Это радует. This happy. Счастливый день. Happy day. И старик обнял мистера Дурс примерно в середине и ушел. And the old man hugged Mr. Dursley around the middle and walked off. Мистер Дурс встал как вкопанный. Mr. Dursley stood rooted to the spot. Его обнял совершенно незнакомый человек. He had been hugged by a complete stranger. Он также думал, что он был назван Магль. He also thought he had been called a muggle. Что бы это ни было. Whatever that was. Он был взвинчен. He was rattled. Он поспешил к своей машине и отправился домой. He hurried to his car and set off home. Надеясь, что ему померещилось. Hoping he was imagining things. На что он никогда не надеялся. Which he had never hoped before. Потому что он не одобрял воображение. Because he didn't approve of imagination. Как он рванул к дому номер 4. As he pulled into the driveway of number 4. Первое, что он увидел, и это не улучшило его настроение, была полосатая кошка, которую он заметил этим утром. The first thing he saw, and it didn't improve his mood, was the tabby cat he'd spotted that morning. Теперь она сидела на стене его сада. It was now sitting on his garden wall. Он был уверен, что это одна и та же. He was sure it was the same one. Были такие же отметины вокруг глаз. It had the same markings around its eyes. «Брысь!» Shoo! Громко сказал мистер Дурсли. Said Mr. Dursley loudly. Кошка не двигалась. The cat didn't move. Она просто одарила его строгим взглядом. It just gave him a stern look. Это было нормальное поведение кошки. Was this normal cat behavior? Мистер Дурс задумался. Mr. Dursley wondered. Пытаясь взять себя в руки. Trying to pull himself together. Он пошел к себе в дом. He let himself into the house. Он был полон решимости, ничего не говорить жене. He was still determined not to mention anything to his wife. У миссис Дурс был хороший обычный день. Mrs. Dursley had had a nice normal day. Она рассказала ему за ужином все о проблемах миссис рядом с дочерью, когда Дли выучил новое слово «не». She told him over dinner all about Mrs. Next Door's problems with her daughter and how Dudley had learnt a new word, shan't. Мистер Дурсли старался вести себя нормально. Mr. Dursley tried to act normally. Когда Дадли был отправлен в кровать. When Dudley had been put to bed. Он пошел в гостиную. He went into the living room. Вовремя, чтобы успеть на последний отчет в вечерних новостях. In time to catch the last report on the evening news.
И, наконец, And finally, птицы. bird. Наблюдатели везде сообщили, что совы в стране очень необычно ведут себя сегодня. Watchers everywhere have reported that the nation's owls have been behaving very unusually today. Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не видел при дневном свете. Although owls normally hunt at night and are hardly ever seen in daylight, Там были сотни наблюдений этих птиц, летящих в любом направлении с рассветом. there have been hundreds of sightings of these birds flying in every direction since sunrise. Эксперты не могут объяснить, почему совы вдруг изменили свой режим сна. Experts are unable to explain why the owls have suddenly changed their sleeping pattern. Диктор новостей позволил себе ухмыльнуться. The newsreader allowed himself a grin. Самый загадочный. Most mysterious. И теперь, And now, после Джима Мак с погодой, over to Jim McGuffin with the weather. будет больше ни души сов сегодня. Going to be any more showers of owls tonight. Джим. Jim. Ну. Well. Тед. Ted. Сказал метеоролог. Said the weatherman. Я не знаю об этом. I don't know about that. Но не только совы, которые вели себя как-то странно сегодня. But it's not only the owls that have been acting oddly today. Зрители, далеко друг от друга, как. Viewers as far apart as. Кент, Йоркшир и Данди звонили, чтобы сказать мне, что вместо дождя к Тару и я вчера обещал. Kent, Yorkshire and Dundee have been phoning in to tell me that instead of the rain I promised yesterday. У них был ливень падающих звезд. They've had a downpour of shooting stars. Наверное, люди уже празднуют ночь костров, рано, его не будет до следующей недели. Perhaps people have been celebrating bonfire night early, it's not until next week. Друзья. Folks. Но я могу обещать мокрый вечер. But I can promise a wet night tonight. Мистер Дурс сидел в своем кресле. Mr. Dursley sat frozen in his armchair. Падающие звезды во всей Великобритании. Shooting stars all over Britain. Совы летали днем. Owls flying by daylight. Таинственные люди в плащах повсюду. Mysterious people in cloaks all over the place. И шепотом. And a whisper. Шепотом про Поттеров. A whisper about the Potters. Конец прослушивания.